Приветствую вас на своем канале. Сегодня готовим мясо по-французски из говядины. Сочное, нежное, с золотистой сырной корочкой. А секрет в одном простом приеме, который делает мясо тающим во рту. Мясо по-французски – классика, но у каждой хозяйки оно свое. Сегодня я покажу мой вариант. Минимум ингредиентов и максимум вкуса. Для блюда лучше выбирать нежные, мягкие части говядины, вырезку или тонкий край. Нарежьте вырезку ломтями 1–1,5 см толщиной. Обязательно поперек волокон, чтобы куски были мягкие, не тянулись и быстро прожарились. Каждый кусок слегка отбейте, не до тонкости, просто чтобы структура стала податливая. Можно отбивать через пленку. Переверните и отбейте со второй стороны. Посолите и поперчите обе стороны. Если хотите максимально классический вкус, достаточно соль плюс перец плюс немного чеснока. Я использую смесь перцев: черный, белый и паприка. Дают аромат, легкую остроту и цвет, не перебивая вкус мяса и сыра. Приготовим луково-чесночную смесь. Лук нарежьте мелко кубиками или измельчите ножом до кашицы. Чеснок мелко порежьте или пропустите через пресс. Смешайте лук, чеснок и щепотку соли. Пусть постоят 5 минут, чтобы выделился сок. Выложите куски мяса на разделочную доску, разложите и вбейте луково-чесночную смесь в каждый кусок. Если вы приготовили кашицу, то просто разотрите ложкой или пальцами по поверхности, слегка вдавливая в волокна. Если смеси останется немного, отложите для нижнего слоя. Что дает такой способ? Лук и чеснок, вбитые в волокна после отбивания, проникают в мясо лучше, чем если просто они лежат сверху. Вырезка получится ярко-ароматной, пикантной и насыщенной. Мягкость. Лук содержит природные ферменты, которые разрыхляют белок и делают говядину мягче. После нескольких часов в таком луковом маринаде мясо становится особенно нежным. И сочность. Когда луково-чесночная масса смешивается с мясным соком и майонезом, образуется естественный соус, который пропитывает все блюдо. Выложите куски мяса в форму для запекания ровным слоем. В идеале использовать широкий противень или форму для запекания лучше с низкими бортиками, чтобы получить один слой. Тогда мясо будет равномерно запекаться и верхняя корочка получается ровной. Нанесите тонким равномерным слоем майонез и сверху распределите остатки луково-чесночной смеси. Повторите все то же самое со вторым слоем. Майонез и лук работают как мягкий маринад. Оставьте на 30–40 минут при комнатной температуре. Можно поставить в холодильник на 1–2 часа, но перед запеканием дать постоять при комнатной температуре 20 минут. Максимум можно оставить до 6–8 часов. Например, можно собрать форму заранее и поставить в холодильник, а потом запечь к обеду или званому ужину. Разогрейте духовку до 180–190 градусов. Запекайте 40–45 минут. Первые 25–30 минут запекайте без сыра. Можно накрыть фольгой. Затем снять фольгу, посыпать сверху предварительно потертым на крупной терке сыром и запекать до румяной сырной корочки еще 15–20 минут. Я использую сыр гауда. Он прекрасно ведет себя в духовке, плавится равномерно и образует мягкую, тянущуюся корочку. Не пересаливает блюдо. Я фольгу не использую, у меня газовая духовка с нижним подогревом. Подавайте мясо по-французски горячим. Идеально сочетается с картофельным пюре, рисом или запеченными овощами. Обязательно полейте ложкой выделившегося ароматного сока.
Можно посыпать свежей зеленью, укропом или петрушкой. Мясо по-французски из говядины имеет более утонченный вкус, плотнее по структуре по сравнению со свининой, мяснее и более благородное. Друзья, всю информацию о рецепте вы найдете в инфобоксе под видео. Подписывайтесь на наш канал, если любите вкусно и просто. Нажимайте лайк, если наше видео вам понравилось. Хотите, чтобы я показала вариант с курицей или свининой? Давайте пообщаемся в комментариях. Ну а я желаю вам всего доброго, до новых встреч и, конечно же, увидимся!